Начинается новый день, и мы продолжаем кушать неполезное. Ну, дома это не так не полезно. Делаю детям шаурму с лаваша. И у меня здесь грудка. Ну, говорят, с бедра посочнее мяско. Ну, у меня размораживать не хочу есть. Вот грудку достала. Я ее хорошо отобью сейчас. Вот я отбила свою курочку. Такая она у меня вся нежная-нежная получилась. И теперь я поставлю ее, сейчас посолю, чтобы она хорошо-хорошо полежала, взялась. И поперчу. Можно использовать приправу для курочки, для мяска, хоть для чего. Сейчас я сделаю. Все, оставляю. Сейчас буду дальше заготавливать, а курочка будет мариноваться пока. Курочку сейчас она хорошо промариновалась. Я ее ставлю хорошо обжарить. Даже так зажарить немножечко. Так, раз. Все. Мне надо сделать на всю семью шаурму, поэтому миска хорошо, чтобы было. Она сейчас. Все. Я на один все. Все, она теперь жарится. Помидорки я буду резать мелким кубиком. Сейчас мешочек сделаю для всех отходов. Потому что с овощами все равно мелкий кубик такой. Сейчас пока курочка жарится, быстренько все овощи заготовим. Оп. Крупно не надо, так, меленько. Красиво, чтобы было. Все делаем красиво. Сегодня выходной день. И еда в доме сегодня выходная. Мы когда жили в Комсомольске на Амуре, у нас на рынке продавалась тогда шаурма. Поставь дочь сюда. У нас да, и терочку мне такую, ага. У нас на рынке продавалась шаурма. И там она была настолько вкусная, мы даже с мужем, видать, это тогда все только начиналось. Настолько вкусно, и всегда за этой шаурмой такие большие очереди были. Прям много-много очередей было. Так. Вот теперь и мы начали делать. Ну там, конечно, не такая шаурма. Там и со свининки была, с мяска. Ну вот там как-то вкусно готовили. Очень вкусно. Вот все люди приезжали, вечно очередь человек 30 стояла. Он быстро так, парень, работал. А вот сколько сейчас пробовали, я вот еще больше такой вот, ну как-то, или мы уже привыкли, приелись. Нет, мы уже просто даже не покупаем шаурму. Ну я вот когда в дороге иногда брал себе. Уже не то, конечно. И даже дома не получается так сделать. Ну да. Последний раз я на Байкале брал. Прям на самом Байкале, там, ага, возле озера. Тоже народу столько, я думаю, ну, наверное, вкусное. Нет, не то. И интересно, что у него было только мясо, вот я помню. Мясо, капуста простая. И майонезом, кетчупом вот так сделай. А вкусно было. Возможно, уже просто приелись. Может быть, потому что вот у меня сразу такая мысль в голове. Я думаю, вот свежий огурчик такими брусочками и еще чуть-чуть маринованный огурчик сделаю. Такой и такой. Разнообразие такое. Возможно, потому что раньше мы что кушали? У меня сейчас дома варенье вообще не кушается. Вообще. Кашки только кушаются. А раньше мы что кушали на столе?
завтрак у нас что было? Хлеб, варенье, печенье, может быть. Может, у кого-то иногда какая-то выпечка была. Все. Больше же другого не было. А сейчас вот у меня варенье вообще не кушается. Ничего не кушается. Вот ягоду я еще целую оставляю, компот пьем. А так, курочка шкварчит у меня там. Так, также перчик, но я его не буду длинным делать, а тоже вот такими соломочками, тоненькими хочу, чтобы тоненько-тоненько все было. И сейчас немножко капустки порежу. Правда, у меня пекинской нету. Я простую порежу. Оп. Чик. Перчик. Малыши, конечно, особо это есть не будут. Вот я что скажу. Взрослые поедят с удовольствием. Я смотрю, у людей прям так хорошо кушают малыши шаурму. Нет. Но будут кричать: будем, будем, будем. А за стол сядут и все. И будет потом их шаурма валяться. Ну, компанию они создавать любят. И попробуй им скажи, что вам мы шаурму не будем давать. Нет. А у вас кушают малыши шаурму? Я, кстати, вот была. Где же я была? В общем, разговор мамы с дочкой. Девочке примерно года 4. И она что-то просит у нее. И мама ей говорит: если я тебе сейчас это куплю, то вечером, когда мы картошку фри купим, будем кушать, я тебе не куплю, не дам, мы тебе не купим. Сами будем. Да, а та хочет и это, и то. Да, да, покупай сейчас. А она говорит: так ты не будешь вечером, когда мы кушать будем картошку фри, когда мы купим картошку фри, ты не будешь вечером просить? Она говорит: буду. Видать, ребенок хорошо знает, что такое картошка фри, и хорошо ее кушает. Родители, видать, постоянно покупают. Ну, а мы как-то редко ее делаем. Все-таки жирная еда. Сейчас курочка хорошо, я ее хорошо отбила, прям била. И сейчас ее с одной стороны обжариваю. И кетчуп я сделаю сметанку, майонез и чесночок. Чесночка много добавлять не буду, немножечко. И томатный кетчуп, чуть-чуть томата добавлю. И все. Читаю комментарии. Люди пишут, что много людей болеет. Очень много людей болеет. Прям старайтесь, выздоравливайте. Написали даже мне в комментариях, что уже... Как называется этот новый? Ну, я боюсь неправильно выслушать. А, да, какой-то на О. Макрон, да, что-то такое. Да, Макрон, что-то такое. Что уже якобы подтверждаться начал. Не знаю, как это к нам придет. У нас как-то вот станица. Так, и здесь я сделала морковку по-корейски. Тоже буду добавлять. Получается помидорки, перчик, огурчик свежий, морковка по-корейски. И вот эти у меня маринованные огурчики еще есть. Я сейчас сам. Огурцы нарезаются. Соломочкой. Да. Это перчик болгарский желтый, перчик болгарский, наверное, розовый, помидорчик. Это огурчик, я как госприемка. Да. И морковка. За производством заведующий. Ходишь, принимаешь, пробуешь. Директор пиццерии. Лена у меня, племянница. Лена, привет. Работает. Принимает еду, ходит. Хорошая работа. Да. Принимает еду, ходит. Пробует. Хорошо, Лена, что ты не у меня работаешь. Так, огурчик солененький.
маринованный. Помидорки не стала все резать много. Посмотрим, если что, лучше подрежу. А то останется. Так, что-то какие-то толстенькие сделала. С соломочкой надо. Оп. Я не повар. Что, завтра на калитке Пиццерия, шаурма. шаурма или Шаурма. дёсыво? Дёсево. А, кстати, нас один зритель смотрит. У него красный такой ник, а в названии 50 цифра стоит. Он откуда-то из-за рубежа. Это пожилой человек. У него супруга умерла, а семья у него большая. Он говорит, я вас смотрю и вспоминаю своих деток. Он мне сегодня написал, так много готовите, что пора открывать. Но у нас это не очень актуально. Кафе от Светланы. Про то, еда от Светланы. У меня уже открыто это кафе. Я каждый день кормлю. Но не каждый день именно всю компанию. Много не буду. Вот один остался. Не буду В дорезать. среднем все равно от 13 до 15, Да. если гостей никто не ходит. Так, сейчас посмотрю мясо. Интересно, пока курочка жарится, я вот капустки, я постараюсь тоненько-тоненько ее вот сделать, вот так вот прям. Чтобы она тонюсенькая была. И пожамкаю хорошо. Ваня зачихал маленький. Костя сначала зачихал. Но Снежана с Максимом, я им вот от горлышка подавала. И они себя неплохо чувствуют. Сегодня нету температуры у Снежаны с Максимом. Иммунитет, видать, хорошо. Борется. Посмотрим. Но Ваня сегодня, мне не нравится, как выглядит маленький Ваня. Какой-то такой. Вот сейчас он делает уроки, вот Яна с ним там занимается. Ему выдали опять. Она помогает. Взяла одну книгу. И мы же по 3 занимаемся брошюркам. Она одну взяла. Вот делает с ним. Чуть-чуть посолю, чуть-чуть. И пожамкаю чуть-чуть. Чтобы она была такая пожамканная. Помягче получится. Да, чтобы она... И она миленькая такая будет, и мягкая. Все, и сейчас еще кетчуп приготовлю. Так, 1, 2, 3. Сейчас этот огурчик я все-таки дорежу один. Оп. А, я хотела тут убрать, а еще же мне надо курочку сейчас порезать. Все, огурчик готов. А сюда я сейчас сделаю кетчуп еще. Делаю кетчуп, заправка. У меня тут чесночок, майонез, чесночок тертый на терочке, майонез и вот эту всю сметанку, так как нас много, хорошая сметанка, всю сметанку выкладываю и перемешиваю. Вот как перемешала. Все, пошла курочку свою проверять. Попробовала курочку. Курочка хорошая, запеченная, сочная, отбитая хорошо, нежная. Не будем ходить по Макдональдсам, заболевать пока. Будем дома есть шаурму. Она в каждом месте по-своему кушается. Да, везде свое такое. Да.
каждое место, каждое время. Все по-своему. Хочу сегодня еще в шаурму добавить сыр. Обычно без сыра делали и сами покупали без сыра. А тут что-то увидала с сыром. Ну, хочу тоже попробовать. Вы делали уже с сыром или нет? Для чего, подумаете вы? Ну, для эксперимента. Хочется проэкспериментировать. Люди делают, значит, надо тоже посмотреть. Сейчас как раз все соберем, уже собирать сейчас будем. А потом на сухой сковороде с двух сторон чуть-чуть пропекать. Так, сначала беру свой соус сметанно-майонезный, чесночный, такой его. Во. Теперь беру, сегодня у нас магазинный кетчуп, чик. Во. Теперь беру чуть-чуть капустку. Там много не буду, делаю детям. Огурчик свеженький. Так, морковка по-корейски. Морковь по-корейски. Так, теперь, что еще не положила? Огурчик маринованный немножечко. Перчик желтенький, совсем чуть-чуть. Перчик оранжевенький, тоже чуть-чуть. Оп, вот сюда его. Помидорчик. Теперь помидорку. Помидорку. Курочку. Во. Курочку. И сегодня я уже сказала, что я хочу попробовать с сыром. Увидела, что делают с сыром. Во. Ну, в такую шаурму тебе столько не наложит. Ну, это дома, это мама делает. Это дома. Потуже так затянем сейчас. Так. Так, вот. Раз. Большая сильно, да? Делаю поменьше. Что-то вон та сильно большая. Она такая не нужна прям. Вот сюда буду выкладывать в середочку. Ничего закрывать не буду. Так, и пошла по очереди. Капуста. Во. Мясо. Вот все как стоит, так и буду, кроме сыра. Мяско еще. Морковка по-корейски. О. Огурчик свежий. Огурчик маринованный. Так, немножечко перчика желтенького, немножечко оранжевенького и помидорка. Вот. Все. И теперь сыр. Посмотрим, как будет с сыром. И теперь укладываем. Во. Вот это поменьше чуть-чуть получилось. Вот она, эти лавашики тоненькие-тоненькие. Но они и должны быть тоненькие. Во какая! Вот это красивая получилась. Вот она, смотри. Во. Угу. Во. Так, следующую. Кетчуп. Во. Кетчуп. Пошли. Капустка. Курочка. Морковка по-корейски. Собственного производства. Много. Огурчик. Огурчик свежий. Огурчик маринованный немножечко. Так вот его раскладываем. Немножечко перчик желтенький и немножечко перчик для красоты оранжевенький. И теперь с сыром. Вот. И теперь заворачиваем. Оп. Оп.
Вот они красивые получаются. Вот это настоящие шаурмы. Еще. И так мне надо еще и еще. Вот уже сколько готово. Вот так вот раз. Ой, на сковородочке. Минутка, и она обжаривается. Что-то вот это у меня развалилось. Ну ничего.